Очевидно, что новый Tracer 7 гораздо лучше прошлых поколений. Инженерно хороший мотоцикл при первом знакомстве вызывает ощущение добротной вещи, симпатичной. Если вы оказались на необитаемом острове, где стоит старый Tracer 7 и новый, рекомендую брать новый. Если же вы на обитаемом острове, у Tracer есть фундаментальные проблемы, из-за которых эту модель тяжело кому-либо порекомендовать и остаться друзьями. Есть совсем узкая ниша, в которой этот мотоцикл уместен, но обо всем по порядку. Я в обзорах стараюсь рассказывать какие-то технические нюансы, но здесь говорить особо не о чем. Максимально просто, насколько позволяют современные евронормы. У Yamaha технический выпендрёж начинается от 900 кубов, а в 700 линейке в целом все простенькое, так еще тут нет ни колес Spinforged, ни акустических каналов, как на MT-07. За исключением версии с роботом, это просто мотоцикл. Супер надежный и совсем не тянет на себя внимание, хотя большинство его конкурентов такие же простые и надежные. Какого-то скелета в шкафу у трейсера нет, максимум до чего докопаться можно – низкий клиренс. Сравнивая старые поколения и новое, выделю три основных момента. Первый – подвеска стала ближе к тому, чего ожидаешь от спорт-туриста. Второй – возможность купить версию с роботом, но об этом позже. И третий – человеческая эргономика. Изменения достаточны, чтобы выпустить обзор, но и перехваливать не стоит. И робот самый примитивный на рынке, и подвеска все еще компромиссная, а эргономика говорит скорее о проблемах старого поколения, чем о новом. Понятнее будет на ориентирах. В верхнем положении седла или в версии GT, где изначально высокое сиденье, угол в коленях плюс-минус как на NC750, что сложно назвать комплиментом. И все еще немного хуже, чем на версии с 650 и Tiger Sport 660. Если обобщать весь класс, новый Tracer – середнячок по эргономике, что в общем-то неплохо. У Tracer 9, кстати, ногам чуть менее комфортно, чем на новой семерке GT, на девятке подножки зачем-то сильно сдвинуты назад. По высоте руля Tracer 7 хороший, но относительно. Если на базовой версии в нижнем положении седла руль примерно как у Versys, то у GT как раз на эти самые 1,5 см ниже. Для среднего роста по точкам все отлично, для роста от 180 просто терпимо. В городе без проблем и раз в год можно в длинное путешествие съездить. Эргономика для 700-ки достойная, большой шаг по сравнению с предыдущими поколениями, но и не впечатляет. Вот с седлом большие проблемы, оно хуже, чем у большинства конкурентов. По виду шикарное, можно смело представить такое на каком-нибудь Moto Guzzi, но где-то передавливает, в итоге даже в рамках класса одной из самых неудачных на магистральных перегонах быстро утомляет. И это у меня на тесте Tracer 7 GT, если смотреть с левой стороны, или Tracer GT7, если с правой. Тут седло толще и вроде как с гелевыми вставками. Стекло на GT тоже выше, чем на базовой версии, но все равно не работает. Точнее, стекло наверняка крайне эффективно для какого-то конкретного разработчика Yamaha, который ростом явно ниже 170 см. Вот это расширение наверху, оно для чего? Чтобы убрать поток воздуха сбоку от шлема для тишины. Если неестественно пригнуться и попасть в нужную высоту, действительно тихо и пропадает характерный свист ветра. Но для высокого роста стекло так себе. В нижнем положении закидывает камеру на подбородке, в верхнем прикрывает подбородок и направляет весь поток в визор. Куча мошек и теребит шлем. Если бы мотоцикл разрабатывали японцы для японцев, ладно, но Tracer 7 это итальянская разработка, и я не понимаю, как можно было не заметить, что стекло не работает для среднего европейца. В целом у 700-ок почти всегда стоковые стекла не пойми под кого сделаны, и мало какой байк в этом бюджете обходится без автормаркета, но вот готовых комфортных сидений я не нашел. Нужно обращаться в ателье, что уже многим не подходит, так еще и результат не гарантирован. Сейчас это самое слабое звено в мотоцикле с точки зрения комфорта. Главное достоинство мотоцикла – он самый легкий в около 700-м классе, от этого фактора и стоит отталкиваться. Если вам без разницы плюс-минус 10 кг, Tracer 7 вряд ли для вас. И легкость не в контексте возможности не упасть. Свежий NC с супер низким центром масс и седлом на 4 см ниже уронить еще сложнее, однако физический вес трейсера делает его приятным в городе и на перекладках в горах. Он менее инертный, к тому же у него достаточно острая геометрия и жесткая рама, короткая упругая подвеска с регулировками, не самые плохие тормоза и отличная стоковая резина. По статистике, примерно треть из нас появилась, потому что кто-то не слишком большое внимание уделял резине, хотя это сильно влияет на общее впечатление от вождения. Обычно на среднекубатурниках ставят унылые шины, и это как бежать марафон в шлепках. Выкидывать новую резину жалко, и пару лет ездишь с тем, что выдали, потом меняешь мотоцикл и терпишь по новой.
Этим особенно грешат японцы, а Tracer 7 приятно выделяется отличными стоковыми шинами. Опять же, потому что это больше европейский байк, чем японский. Идеальная комбинация – европейская настройка и японская надежность. И еще важный нюанс – модель выпускается только во Франции для европейского рынка. Трейсеры невозможно привезти в Россию из Японии или Кореи, нет никакого смысла везти новые из Европы, и не верьте фейковым объявлениям. Лучше сходите в Формулу X, где есть дилеры и японских мотоциклов, тот же новый Versys 650 стоит в моторике. Там же есть и европейцы, и ключевые китайские марки Watch, CF Moto, Motomarini, Kovia, QJ Motor и так далее. Удобно, что можно как минимум посидеть на всех конкурентах в одном месте, а некоторые марки на территории Формулы X регулярно проводят бесплатные тест-драйвы. И такая же история с экипировкой. 4 этажа мотомагазинов, где можно найти большинство интересующих моделей и все сравнить в одном месте. Мне такого места в Испании сильно не хватает, хотя количество мотоциклистов на дорогах несопоставимо. Увидимся в формуле. За счет комплекса грамотных инженерных решений почти без Краилова Трейсер приятно управляется. Но это тот случай, когда отчетливо заметно, что все веселье ограничивает мотор. Я недавно рассказывал, что этот же двигатель на Тенере-то самый слабый в классе, но для внедорожника это терпимо, а для спорттуриста такой же динамики маловато. Небольшая предыстория. Как правило, я арендую мотоциклы в будни, когда в горах мало байкеров и велосипедистов. Однако Трейсер у меня абсолютно новый, я даже пленочку с дисплея сам снимал, а это всегда повышенный риск с точки зрения логистики. В этот раз дилер не успел вовремя доставить мотоцикл, поэтому пришлось перенести покатушки на выходные. Я поехал вроде не по попсовым серпантинам, но все равно мотоциклов больше, чем хотелось бы. Я почему на выходных не люблю кататься, особенно в туристический сезон? Потому что раз в час какой-нибудь мотоциклист или велосипедист из закрытого поворота вылезает навстречу. 8 из 10 мотоциклистов погибает на трассах без разделительной полосы, и более половины мотоциклистов, погибших на трассах Испании в этом году, погибли в период с вечера пятницы по воскресенье. В итоге приходится не выписывать идеальные траектории, а аккуратно жаться к стеночкам, лишь бы выжить. Но не в этом суть. В горах Испании большинство мотоциклов помощнее, сил от 90. Не потому что все миллионеры, просто на мелких реже из города выезжают. В летний сезон на выходных в горах часто встречаются попутные группы, и даже если ты в поворотах едешь быстрее, на длинных прямых Трейсер в ритм с остальными не попадает. Обогнать не черепашью группу сложно, потому что после поворота ускорения не хватает. Догнал, отстал, догнал, отстал. Я в итоге перешел на узкие серпантины, на которых никогда никого нет. Большинство предпочитает скоростные адреналиновые дороги без клаустрофобных поворотов. Вот в узких местах Трейсер как рыба в ухе. Шикарно поворачивает, чувствуется легкость даже по меркам и так легкого класса, и большую мощность все равно в таких местах не реализуешь. В типичном европейском городе те же условия, динамики более-менее хватает, рулится идеально, каждое кольцо чистое наслаждение. Опять же, когда у человека это первый большой мотоцикл, первые 2 года вряд ли будут ощущения нехватки динамики. Так брюзжат опытные, которые все равно Tracer 7 не купят, разве что в роли городского байка. Если принять динамику, единственное, что мне не нравится в настройке, и то субъективно – тормоза. В рамках 700 класса 4-поршневые радиальные тормоза – это отлично, и я все ждал, когда приработаются диски и колодки, но за почти 1000 километров так ничего и не поменялось. Тормоза нежные, без мгновенного прикусывания. Европейские производители на моделях с около спортивным характером всегда делают мгновенный прихват тормозов, а плавные тормоза у туреров, круизеров, скутеров и так далее. Yamaha называет модель спорт-туристом, сам байк стремится быть жестким, а тормоза буддистские. Учитывая компромиссный класс, они неплохие, просто ощущения не дотягивают до полноценного спорт-туриста. На этой платформе доминирующая модель Yamaha MT-07, Tracer 7 продается в пределах погрешности. Yamaha позиционирует MT-07 как первый большой мотоцикл или как байк для максимально широкой аудитории. Такая настройка тормозов, видимо, должна больше нравиться новичкам. А для Tracer тормоза отдельно не переделывали, хотя позиционируется модель несколько иначе. Заставить бы маркетологов Yamaha всю жизнь на Tracer ездить с непревзойденным комфортом. Опять же, при такой настройке тормоза и подвеска хорошо работают в паре. Если сделать тормоза более спортивными, вылезет компромиссность подвески. Хотя и на старом поколении подвеска была вменяемая для своего поколения, но в новом еще лучше. Вилку перевернули, регулировки поменяли, хотя такая крутилка преднатяга есть только на GT. В целом у нового поколения более упругая настройка, байк стал лучше в поворотах. И дугу хорошо держит, и волнишки в поворотах глотает, и неровности более-менее комфортно отрабатывает, но в неторопливом ритме. Если пытаться более агрессивно ехать, видна бюджетность.
Подвеска либо клюет больше, чем хотелось бы, либо, если до хруста все затянуть, подвеска не успевает отрабатывать неровности на скорости. Приходится выбирать какой-то компромиссный вариант. В целом для 700-ки хорошая подвеска, если не лезть в сравнении кроссоверов и дорожников. Я не знаю, у кого настройка прям вот как-то принципиально лучше в этом классе. Для таких тормозов и такой динамики пойдет. Я просто хочу вам показать, что байк практически по любому аспекту не дотягивает до девятки. Я за несколько дней до трейсера ездил на Kawasaki 1100 SX, где чисто по ходам подвеска того же уровня, просто дороже. И если быстро ехать на том и другом, наглядно видно, как Tracer 7 перестает справляться с мелкими неровностями. Давайте вернемся к мотору, потому что пора объяснить позицию. Для 700-кубового мотоцикла у трейсера адекватная мощность и динамика, с этим проблем нет. Однако реальные люди выбирают дорожный мотоцикл не столько по кубатуре, сколько по цене. Главная проблема Tracer 7 – он дико дорогой. Понятно, что не Yamaha вдруг жадной стала. Трейсер производится во Франции, и в условиях вечно сползающей иены японские байки стали выгоднее европейских. Я не вижу причин, по которым в ближайшие годы этот тренд изменится. На примере покажу. Suzuki GSX 8S в Японии на 20% дороже, чем MT-07, а в Испании локальный французский MT-07 на 20% дороже, чем японский Suzuki со всеми растаможками. Сейчас между Tracer 7 и Tracer 9 ровно такая же разница в цене, как между Tracer 7 и Versys 650. Предыдущий Tracer 7 был более чем в рынке, стоил ровно между V-Strom 650 и Versys 650, а сейчас улетел в космос. Собственно, в Испании давно не обновлявшийся Versys 650 в прошлом году продался все равно лучше, чем новое поколение Tracer 7, хотя у Versys никакого маркетинга нет, о нем ни Kawasaki, ни журналисты давно не вспоминают. За цену Tracer 7 можно купить или 95-сильный Tiger Sport 660, или V-Strom 800 с кофрами, у которого объем побольше, 4-поршневые тормоза и так далее. Из-за цены мне тяжело хвалить Yamaha, потому что между вот таким Tracer 7 GT и Tiger Sport 800 мизерная разница в цене, но пропасть в динамике. Можно дистанцироваться от механики и сузить количество конкурентов до мотоциклов с автоматом. Tracer 9 с роботом совсем других денег стоит, конкурировать мотоцикл может только с NC 750, но Honda с автоматом на 1500 дешевле. Точнее, конкретно в Испании и еще паре стран NC продаются только с кофрами, что иронично для модели, у которой уже есть встроенный кофр. NC с кофрами все равно дешевле, хоть и несущественно, да и по большому счету нужно тогда сравнивать с GT. Если сравнивать автоматические трансмиссии, у Honda робот принципиально лучше за счет бесшовной технологии с двумя сцеплениями. У трейсера базовый однодисковый робот, поэтому при динамичной езде рывков при переключениях избежать чисто физически невозможно. При этом это единственный подобный робот на рынке без инерционного датчика, и в наклоне мотоцикл преспокойно переключается этими самыми рывками. Я об этом подробно рассказывал в обзоре MT-07, если вам интересно, посмотрите. Пользоваться можно, всегда можно переключиться в ручной режим без неожиданных переключений, но нужно понимать, что это далеко не идеальная коробка. Ниша трейсера, которую я вижу, люди, кому обязательно нужен автомат. NC имеет слишком выраженный низкооборотистый характер, не всем это нравится. Если хочется чего-то более динамичного, обязательно туристического и с автоматом, но не хватает денег на Tracer 9, вот в этой маленькой прослоечке Tracer 7 имеет смысл. Причем у человека должна быть полноразмерная категория. Если задушенная категория А2, там верха вырезаны и динамика сопоставима с NX500, так Honda в варианте C-Clutch стоит на 3500 дешевле, еще легче и по комфорту плюс-минус на том же уровне. Под категорию А2 я рекомендую сэкономить и купить NX500, а не покупать байк на вырост. Вдобавок, если хочется путешествовать, у NX500 клиренс есть, а Tracer совсем пузатерка, на нем с асфальта съезжать не стоит. Можно забыть про путешествие и рассматривать в качестве городского мотоцикла с автоматом и ветрозащитой. Я бы себе для города выбрал NC, но если вам не нравится Honda, смело можете выбрать Tracer, в роли ежедневника он удобен. Приятный мотор, отлично рулится, легкий. Все упирается только в адекватность цены. На фоне проблем с ценой сложно заметить остальные достоинства байка. Например, у Tracer хорошая современная аэродинамика, пропускающая воздух сквозь мотоцикл. Как и NX500, Tracer неплохо держится на трассе для своего веса, даже при порывах ветра. Четкие переключения, мотор отлично контролируется, вибраций практически нет, один из самых мягких двигателей в своей кубатуре с японской отточностью. Отлично реализован круиз-контроль, а у большинства конкурентов его вообще нет. На Тигре есть, но там устаревшее управление. Хотя как контраргумент, на Тигре удобные поворотники, а у Ямахи неинформативная дичь, когда ты не можешь быть уверенным, включил поворотник или наоборот выключил без взгляда на экран.
Не знаю, как вы, но я поворотниками пользуюсь чаще, чем круиз-контролем, поэтому лучше помучаюсь с круиз-контролем Тигра. Мрачноватые выводы получились, но как есть. Инженерно-байк мне нравится, но я не представляю, кому бы я посоветовал при наличии сильных конкурентов в том же ценовом сегменте, если нужна механика. Да и в реальности нет ситуации, когда человек настолько зажат в финансах, что готов взять Tracer 7 GT, потому что не хватило 900 евро на 800-го Тигра. Когда денег впритык, проще взять версию с 650. Это очень близкий мотоцикл, между ними не чувствуется разницы в почти 3000 евро. Стоил бы Tracer хотя бы на 2000 евро дешевле, была бы совсем другая история, но он сейчас просто не в рынке. Если обязательно нужен автомат и не нравится NC, берите, но в голове держите, что вы переплачиваете за этот мотоцикл только потому, что его собрали во Франции. Не ругайтесь, что опять обзор спорт-туриста. Летом в Испании жарко для бездорожья, да и много где нельзя ездить из-за риска пожаров, поэтому самое время окунуться в дорожные модели. Спасибо за просмотр.